Итак, мы подступились к такой незаурядной личности, как атаман Михаил Малашко. Длился земной путь этого человека неполных 35 лет, но настолько он был ярким и насыщенным, что и на сотни диванных сотен хватило бы. Инфы об атамане в гуглах немерено, но она не вполне систематизирована, грешит многочисленными ошибками, недостоверными данными. Мы много чего исправим и будем пытаться опираться на документальные свидетельства, хотя и те часто содержат ляпсусы. Самое главное, что фамилия Михаила все-таки Малашко, с ударением на последнем слоге, а не Мылашко, как часто пишут и говорят. Также его иногда путают с Фотием Мыновичем Мылешко, оперировавшим на Елисаветградщине. И разбериху в место рождения внес начальник штаба Махна Виктор Белаш. В своем историческом рассказе «Дороги Нестора Махно» он отметил, что Малашко – это середняк села Софиевки Криворожского района. Все эти ошибки перепечатываются и множатся, и через густой их лес мы будем продираться. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Сначала разберемся, откуда Михаил такой взялся. Дед его Семен Федорович Малашко жительствовал в селе Архангельском Мариупольского уезда. Жена его Параска Федоровна умерла там же в 1902 году в возрасте 73 лет. Отец Михаила, Василий Семенович, родился в 1858 году, а мать Михаила звали Евдоха Федоровна. Первые их дети, а их было минимум 8, 3 дочери и 5 сыновей, появились на свет еще в Архангельском, но потом семья, видимо, переехала, и Михаил родился уже в Георгиевке, Мариинской волости Мариупольского уезда Екатеринославской губернии 4 ноября 1885 года. Что до образования, то сведения разнятся. Сам он записал себя в анкете как фельдшер, хотя чекисты его злобно характеризовали как человек малоинтеллигентный, с трудом владеющий письмом, потому что он написал в анкете «фершел». Но слово «фершел» широко использовалось в украинском языке, и не только селянами. Кстати, некий родственник Михаила, по неточным данным это был Амылян Малашко, работал ветеринарным врачом в Георгиевке. Конечно, у семьи были средства на образование детей, так что вполне возможно, что был он и фельдшером. Что касается его учительства, то эта версия взята из статьи Исаака Мазепы «Бои за Екатеринослав», вышедшей в 1942 году. Мазепа был близко знаком с братом Михаила, Николаем, так что, может, что-то знал. Другая версия: на момент антигетманского переворота, который произошел в Покровске 19 ноября 18 года, Михаил Малашко работал народным учителем на станции Гришино. А историк Павел Гайныжник включает Михаила Малашко в украинскую интеллигенцию как выходца из земской медицины. То есть четкого ответа о профессии Михаила Малашко у нас пока нет. Будем верить ему самому, что был он фельдшером. Что касается его младшего брата Николая, то родился тот 5 декабря 1898 года и указал в анкете село Марьинка, что в 5 километрах от Георгиевки. Да, это та самая многострадальная Марьинка, которая на слуху у нас с 2014 года. Как видим, разница между братьями существенная – 13 лет. Николай получил народное образование в немецкой колонии Николаевка номер 5 Бахмутского уезда, а в 1910-м он поступил на учебу в Дмитриевскую гимназию, где проучился до 1916 года. Что до семьи, то тут у нас сюрприз. За 1906 год в списке землевладельцев разных сословий Бахмутского уезда, имеющих право участвовать в земском избирательном собрании, находится Малашко Василий Семенович, селянин Мариупольского уезда, владеющий 200 десятинами земли. Но это не все. В другом списке мы обнаруживаем Малашок Василий Семенович, который проходит по имущественному цензу по Бахмутскому уезду как владелец завода по производству красного и черепичного кирпича и вносит 4500 рублей. Сумма огромная по тем временам.
Завод «Малашко» сохранился до сих пор при станции Очеретино. Его так и называли – Очеретинский кирпичный завод, бывший «Малашко». И в этом Очеретино поныне живут потомки Василия Семеновича. Сейчас они в эвакуации, и я не смогла с ними связаться. Интересно, знают ли они, что завод принадлежал когда-то их семье и что они родственники атамана Малашко. Как говорят эксперты кирпичного дела, бизнес Василия Семеновича стабильно шел в гору, и со временем он прикупил более дорогое и совершенное оборудование. Соответственно, пошла другая форма изделий, более красивая и престижная. Один коллекционер сообщил на форуме, что у него уже имеется 5 разных клейм завода «Малашко» на 3 типах черепиц. На каком-то этапе еще до революции Василий Малашко и, может, еще кто-то из семьи переезжают на хутор Орловка Скотоватской волости Бахмутского уезда. Взрослые дети разъехались кто куда, но в принципе Василий Семенович имел возможность иметь несколько домов в разных местностях. По воспоминаниям, Михаил был невысокого роста, крепкого телосложения, светловолосый, бритый, с длинными усами. Еще известно, что жену его звали Екатерина Тарасовна, и 5 октября 1913 года у пары родилась дочь Елисавета. В 1925 году была жива. Других детей установить не удалось. Михаил участвовал в Первой мировой, где получил звание ефрейтора и военные навыки. И вот наступил роковой 1917 год. Младший брат Николай в начале года поступает в Бахмутскую мужскую гимназию. Что касается Михаила, то он встретил этот год в армии. Весьма ценный факт его биографии в том, что он в 1917 безо всяких колебаний начал действовать в интересах независимой Украины. На втором всеукраинском военном съезде, который состоялся в Киеве 5-10 июня 2017 года, был создан Всеукраинский совет военных депутатов как группа Украинской Центральной Рады. 132 военных депутата должны были отстаивать интересы военнослужащих и выступать в поддержку главных политических требований УЦР. Среди военных депутатов от округа Финляндии, Северный фронт выступал ефрейтор Михаил Васильевич Малашко от офицерской старшинской школы Охланд. Но это не Охланд, это очередная ошибка, конечно. Если мы посмотрим на персональный состав УЦР, утвержденный 8 августа 2017 года, и от Всеукраинского совета селянских депутатов, то под номером 68 числится Михаил Малашко, ефрейтор офицерской школы стрелкового полка. А такая была. В начале 2016 года стрелковому полку офицерской стрелковой школы была поставлена задача создать укрепленный район на Аландских островах, находившихся возле Финляндии. Так что Охланд – это перековерканная Аланд. Выходит, что Михаил Малашко принимал участие в Первой мировой и служил на этих островах, и, видимо, официально пока не демобилизовался, так что во Всеукраинский совет военных депутатов вошел как представитель Северного фронта. Брат Николай тоже не стоял в стороне. Он состоял в различных украинских организациях Бахмута, был одним из инициаторов организации учеников средней школы Бахмута и Бахмутского уезда. Принимал активное участие в организации вільного козацтва Торецької Січі. А Михаил уже в августе-сентябре 17-го появляется в родных краях, а точнее в Луганске, как инструктор-организатор Центральной Рады в славяно-сербском уезде. И дальше, рассказывая об этом периоде жизни Михаила Малашко, я отчасти буду опираться на исследования неизвестного автора, изложившего их на сайте «Значки народ.ру». Потому что этот анализ подтверждается документами. Видно, что человек серьезно подошел к делу, ссылается на документальные источники, и тон его исследований достаточно взвешенный. Разберемся о 25-м или 26-м полках, которым вроде бы командовал в то время Малашко. Вот что пишут в очерке свидетели времени Сумишин и Поболев. Центральная Рада опиралась на расквартированный с конца мая 1917 года в городе Луганске 2-й батальон 25-го Бахмутского украинского полка, вызванный в Луганск решением городской думы. Командир батальона, украинский социал-революционер, инструктор Центральной Рады, комиссар Донецкого кряжа, куриной атаман М.В. Малашко проживал в доме Гербера на Садовой улице. Конец цитаты. Обратим внимание, что, во-первых,
Михаил был лишь командиром 2-го батальона, а это 400-500 человек, а командующим, собственно, 25-го Бахмутского украинского полка был некто Николай Меркулов. А во-вторых, Михаил не просто командир военного формирования, он занимается политической деятельностью и достаточно успешно. Проявляет себя блестящим организатором, как украинский эсер, то есть член Украинской партии социалистов-революционеров УПСР. Это была прогрессивная на тот момент партия, она выступала за территориальную автономию Украины и созыв Украинского учредительного собрания, национализацию земли. И вот 6 октября 1917 года по инициативе Михаила была создана Славяно-Сербская Повитова Рада, которую он не возглавлял, но как инструктор-организатор Центральной Рады делал все, чтобы она стала проукраинской. Таким образом, Михаил приехал устанавливать власть Центральной Рады в очень сложный регион, который граничил с Россией, и сделал так, чтобы вся власть Центральной Рады распространялась на территорию Славяно-Сербского уезда. В Луганске же власть находилась в руках городского совета рабочих и солдатских депутатов, то есть большевиков, врагов достаточно коварных. В летописи революции за 27 год описано, в какой атмосфере приходилось Михаилу работать, и зацените его личность, как он пытался объединить политические силы против большевиков. Украинцы были, несомненно, активнее меньшевиков, бундовцев и других соглашательских партий. Они в противовес большевистскому совету и ревкому организовали Повитову Раду. Меньшевики, бундовцы и даже эсеры, заявив на одном из заседаний Совета, что большевики их насилуют, демонстративно покинули зал заседания. А на следующий день Малашко, лидер украинцев, уже выступал от имени всех этих партий, но такая коалиция продержалась всего лишь 2-3 дня. Вся ее работа свелась к регулированию отношений между собой. Длинные, тянувшиеся день и ночь заседания Рады, не дававшие никаких практических результатов, привели к тому, что эсеры вышли из нее и возвратились в наш Совет. Что касается остальных партий, то они в Раде пробыли недели 2, после чего также ее покинули. Конец цитаты. 6-7 октября на очередном селянском съезде Славяно-Сербского уезда Малашко избрали делегатом на 3-й губернский селянский съезд. Также селяне приняли решение начать формирование отрядов самообороны вильного козацтва. Это типа нашей современной теробороны. Малашко вместе с депутатами Всеукраинского военного съезда Павлом Артеменко мотался по селам, волостным центрам уезда, представителей которых не было на уездном съезде 20 сентября, чтобы на собрании обсуждать решение этого селянского съезда. То есть Михаил Малашко развернул такую бешеную деятельность, что никто не мог подумать, что он всего лишь ефрейтор. В той же летописи революции в 27 году его враги вспоминали. Пришли также представители Украинского повитового совета, который тогда только был создан приехавшим в Луганск офицером Малашко. Получается, что Малашко был на таком авторитете, имя его так гремело, что он затмил Меркулова, и все его считали командиром 25-го полка. Также нам понятно из всех этих воспоминаний, что как большевики, так и эсеры наивно пытались установить какое-то подобие демократии в этом регионе, выборы, голосование. Михаил Малашко в этом всем активно участвовал, но дураком он не был и понимал, что время такое, что одной политической демагогией не обойдешься. Нужно вооружаться и бороться за свою украинскую независимость с оружием в руках. Поэтому энергично взялся за формирование отрядов вильного козацтва в Луганске. Летопись революции нам подсвечивает, как трудно было противостоять большевикам в тот момент на примере того, что в это время творилось в его родной Георгиевке. Наступило 25 октября. В Москве и Петрограде взяли власть большевики. И большевики села Георгиевки и Успенки начали устанавливать свою власть. Украинцев они называли шовинистами, которые объединились в отряды вольного казачества. Организатором вольного казачества выступил житель Георгиевки Лысакинь, который набрал отряд и пошел с ним на Луганск в помощь петлюровцу Малашко. Но большевики переманили часть казаков в Красную гвардию, а часть разоружили. Лысакинь арестовал отряд Кравченко на одном из петлюровских собраний. А о том, как трудно было добывать оружие, нам расскажет работник пилонасекального завода Сухомлинов.
Прибыл в Луганск из Киева вагон винтовок. Во что бы то ни стало, нужно было его захватить в свои руки. На этот вагон был другой охотник, вождь червоных казаков Малашко. Программа у него была кулацкая. И вот прибыл вагон. С одной стороны за него уцепились мы, с другой – малашковцы. И тянуть в разные стороны. Победа осталась за нами. Мы докатили вагон до завода ОКЛ. ОКЛ – это завод обороны Красного Луганска, как потом стали называть патронный завод. Понятно, что патронный завод был под прицелом у всех противоборствующих сил. Вот еще отрывок из воспоминаний Третьякова, чтобы вы прониклись, кто такой был Малашко. Я так подробно останавливаюсь на всем этом, потому что у нас тут в Днепре у всех исследователей впечатление, что Малашко – это уроженец Софиевки. И вдруг он проснулся в 19 году и начал внезапно оперировать в Вертиднепровском уезде. Но нет, Малашко вовсе не спал до 19 года, а такое зажигал в своих родных краях, что у большевиков земля горела под ногами. Третьяков пишет. И вот этот Малашко, присутствуя один раз на заседании горсовета, на котором обсуждался вопрос о распуске городской думы, заявил: «Если вы попытаетесь распустить городскую думу, я вынужден буду поставить для ее защиты свою вооруженную силу». Но, конечно, мы на это не обратили внимания и городскую думу распустили. Так как патронный завод находился в наших руках, следовательно, патронов у нас было много, а винтовок на всех дружинников не хватало. Нам Харьковский комитет выслал вагон оружия и 2 пулемета. Вагон этот был направлен по северо-донецкой железной дороге. Железнодорожная администрация, настроенная против большевиков, поставила Малашко в известность о прибытии вагона с оружием. Мы выслали на станцию Родакова свой патруль, которому поручили проводить вагон до Луганска. В то же время Николаенко Иван сообщил нам, что Малашко хочет перехватить вагон в Луганске, и для встречи его выставил 2 роты солдат с оружием. Узнав это, мы немедленно приняли свои меры, то есть выступили со своей боевой дружиной на станцию. И вот приходит вагон на станцию в Луганск. Мы предлагаем мирно разрешить вопрос. Вагон этот, мол, мы возьмем на патронный завод на хранение и поставим смешанный караул. Наполовину из наших дружинников, наполовину из солдат Малашко. А совет потом укажет, кому это оружие передать. Части Малашко требовали выдачи оружия им, заявляя, что с Дона наступает генерал Каледин, а у них не хватает оружия и патронов. В конце концов, начался такой скандал, что командир пулеметной команды нашей боевой дружины, матрос Львов, вынужден был броситься к пулемету и приказать открыть огонь по малашковцам. Огонь был открыт, но вверх. Конец цитаты. Сам упомянутый Иван Николаенко в статье «Подготовка октября в Луганске» дает нам дополнительные нюансы этой драматической истории. В момент подхода поезда к станции Луганск ее цепью стали окружать солдаты украинского полка с винтовками наперевес. Пока паровоз прицепил вагон с оружием, к вагону подошли солдаты. Пархоменко с бомбой и револьвером в руках закричал: «Не подходи, взорву!» и выстрелил вверх. С пулеметчиками, сидящими в вагоне, было условлено, что они после выстрела открывают пулеметный огонь. Пулеметная стрельба вызвала среди солдат замешательство. Часть из них стала беспорядочно стрелять, другие бросились бежать. Паровоз тем временем вышел на прямую линию и отошел сажен на 50 от поезда по направлению к патронному заводу. Вдруг солдат сшиб красногвардейца со стрелки и перед самым вагоном хотел ее перебросить. Вагон попал в разрез и сошел с рельс. После этого вокруг вагона разгорелся спор. Сюда пришли члены совета, некоторые красногвардейцы с Патронного и Гартманского заводов. Пришли также представители Украинской повитовой рады, которая тогда только была создана приехавшим в Луганск офицером Малашко. После долгих споров решено было оружие сложить в здании, где помещалась Рада, бывшая земская управа, и поставить паритетный караул из солдат украинского 25-го полка и красногвардейцев. Вопрос о том, кому передать оружие, должен был решить исполком совместно с Радой на следующий день. Около вагона был поставлен караул, а оружие стали свозить в условленное место. Красногвардейцы пришли в исполком с предложением дать бой украинскому полку. Исполком считал возможным дело уладить мирным путем и не дал согласия на вооруженное действие. В ту же ночь красногвардейцы Патронного и Гартманского заводов собрались на патронном заводе и без ведома исполкома, окружив и перевязав солдатскую часть караула, перевезли оружие на патронный завод. Конец цитаты.
Вот такая была нехилая заруба. Но Малашко чувствовал, что сил ему не хватает, и по его просьбе из Бахмута в Луганск прибыли 3 батальона гайдамаков. По сути, гайдамацкий курень примерно 2000 человек. В итоге за месяц или два пребывания в Луганской области Малашко до конца октября 17-го имел в уезде реальную власть, как представитель Центральной Рады. С ним считались. Но самое интересное, что он был еще и комиссаром Донецкого бассейна и называл себя красиво так – комиссар Донецкого кряжа. И ему подчинялись все проукраинские силы в славяно-сербском уезде и Луган. Вот вам и роль личности в истории. Обычный уездный инструктор руководил и гайдамаками, і повітовою радою, і вільними козаками. Як писав Ярослав Тинченко в книгі «Армії України 17-20 років», курінь донецького атамана Малашко, який входив у кіші, був набраний із шахтарів-українців. Воїни цього куреня носили звичайне для них шахтарське вбрання, до якого додавалися селянські кожухи, прикрашені жовто-блакитними стрічками. В книге про Ворошилова читаем. Надо знать, что на Луганск, так же как и на весь Донбасс, претендовала контрреволюционная Центральная Рада, располагавшая к осени 17-го определенным количеством националистических частей. В Луганске ее опорой были солдаты 25-го украинского полка во главе с неким Малашко. Без лишней скромности он именовал себя комиссаром всего Донецкого кряжа. Больше всего националистов прельщал Луганский патронный завод, ведь, как известно, винтовки не стреляют без патронов. Конец цитаты. Думаю, вы прониклись, что Михаил Малашко – это был, сука, личность. Если честно, я еще удивлялась, откуда он у нас такой взялся. Не то, чтобы я преуменьшаю значение наших местных атаманов, но такой клятый, такой преданной идее, мне кажется, он всех их превосходит. Как он создавал эти отряды, как сконцентрировал вокруг себя проукраинские силы, а мы знаем, что наличие ватажка – это очень важно. Самоорганизоваться украинцы, конечно, умеют, но наличие ватажка играет определяющую роль. И вот еще один штрих, можно сказать, потрясающий. 26 ноября в Луганске ровно в полдень на Соборной площади отслужили панихиду попавшим борцам за свободу и зачитали универсал Центральной Рады. После молебна провели парад украинских войск и вольного украинского казачества. Но в связи с появлением в городе гайдамаков местные большевики запросили из Москвы еще партию оружия для Луганской Красной Гвардии. Прислали им 2-й вагон. И я уже не буду зачитывать, что там было. Почитайте сами на сайте Значки Народ.ру. Кстати, пусть это .ру вас не смущает. Инфа, как я говорила, там очень взвешенная. Приводится много недоступных сейчас для нас документов. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Итак, что мы имеем по состоянию на конец 17 года? Михаил Малашко показал всем, что он сила, с которой нужно считаться, что подкреплялось для быстроты понимания этого факта оружием. Как представитель УЦР он руководил всеми органами власти в славяно-сербском уезде, признавшим власть Центральной Рады. А в большевистском Луганске Малашко лавировал между городским советом и ревкомом, еще надеясь на созыв учредительного собрания, который все решит. Но в середине декабря большевики получили подкрепление из России и началось жесткое наступление на гайдамаков. Малашко имел в своем подчинении не менее 2000 солдат, но этого было недостаточно. Тогда он решает придерживаться нейтралитета и следить за развитием событий, потому что силы стали неравными. Кроме того, большевистская болтовня привела к распропагандированию гайдамаков, они уже не являлись опорой. И в-третьих, равнодушие селянства. Вот эти все, это ваша политика, Ленин введи войска, кто даст нам землю, за теми и пойдем, какая разница, хуже не будет. А землю обещали все политические силы, особенно большевики. Так что от населения помощи ждать было бесполезно. Их мозги были уже задурены большевистской пропагандой. Большевики наступали. В преддверии Рождества 25-26 декабря они распустили гайдамаков по домам без оружия с сопроводительными документами. Вместе с гайдамаками покинул Луганск и Михаил Малашко. 25 декабря вошли в Луганск части Красной Армии,
отряд Саблинов 2000 человек, которые продвигались на Дон для борьбы с белоказаками. Красноармейцев, естественно, поддержали луганские рабочие и всякие тогдашние ватники. А Малашко вместе со своим отрядом 400 бойцов уехал в сторону Екатеринослава, захватив с собой бронепоезд. В районе Нижнеднепровска, согласно большевистским источникам, эшелон Малашко был окружен, сам он арестован, а его бойцов распустили по домам. И теперь я вас отсылаю к лекции Юрия Пахоменкова, ссылка вверху, где он подробнейшим образом рассказал, что происходило в Екатеринославе в эти дни, когда туда прибыл Малашко и что этому предшествовало. Это очень полезно для понимания дальнейших событий. Но как бы там ни было, а жизнь шла своим чередом, и 31 декабря 17 года в селе Владимировка Александровского уезда крестили девочку по имени Валентина Мишурова, маму которой звали Капитолина Васильевна Мишурова, 1893 года рождения, в девичестве Малашко. Это была родная сестра Михаила. Крестной для девочки пригласили Екатерину Тарасовну Малашко, считавшуюся в то время гражданкой села Архангельское. Присутствовал ли на тех крестинах ее муж Михаил Малашко, нам неизвестно. Но что-то подсказывает, что к этому времени он уже обзавелся какой-нибудь боевой подругой, а может и не одной. Такова Селяви.